Всем привет, я Яростек, сегодня ваш волшебный лимончик, и сегодня мы с вами, как обычно, в подкасте Яровижн смотрим и слушаем песни, которые в этом году представлены на конкурсе Евровидение 2021. Сегодня мы отправимся и посмотрим песни, которые нам представят А вот не скажу я вам, в какие страны мы сегодня отправимся, пусть будет для вас сюрпризом. Правда, что-то не подумал. Вы уже, в принципе, это в описании видели, в какие страны поедем. Ну, ладно. В общем, все равно. Вы знаете, так знаете. Поехали в Польшу. Польша впервые приняла участие в конкурсе Евровидение 1994. Именно в этом году, в 1994 году, Польша заняла свой лучший результат за всю историю своего участия в Евровидении. И это было, вы думаете, какое место? Второе. А вот повезет, не повезет в этом году, зависит от Рафала с песней The Ride. Рафалу 39 лет, он начал свою карьеру в 2011 году с конкурса польского «Голос». Он выпустил несколько успешных синглов. В Польше он довольно-таки популярен и известен. Наверное, самое большое достижение в его карьере – это участие в этом году в конкурсе Евровидение 2021. Я готов уже услышать все. Меньше слов, больше дела. Rafał, The Ride, Poland. Eurovision 2021. Окей, 80-е. Ну, сейчас это такая модная тема достаточно, да, там... Много сейчас кто делает в стиле 80-х. Я люблю 80-х. Ждем припев. Там-та-да-та-да-та-да-та-та-та. О, 80-м. Ну и стилистика клипа 80-е, музыка в этой стилистике. Единственное, что я не понимаю, как-то вот он какой-то такой очень статичный. Я прям... Это так надо или это специально так делали? Как-то девушки подошли, он как-то... Кто здесь? О, хоть подвигался немножко. Я вот люблю музыку 80-х, в стиле 80-х, которые сейчас делают, но это как-то что-то не доделали. И плюс что-то вот Рафал немножко какой-то вот какой-то нету никакой энергии от него как-то. Он хоть потанцевал немного, это он просто статичен. Мне нравится, да, мне нравится этот момент очень сильно. Вот это хорошо. Ну, в общем, я что-то ожидал большего, если честно. Сейчас соберусь с мыслями. Ба-бам. Ну, как вам? Как видите, я, конечно, немножко пританцовывал, так погрузился в эту атмосферу таких вот 80-х. Сейчас это модно, да, особенно после того, как Майли Сайрус выпустила в прошлом году песни в этом стиле, и там Дуа Липа тоже. Ну, как бы многие сейчас выпускают в этом стиле. Я, кстати, тоже вот скоро сингл представлю в этом стиле. Ну так, это по секрету всему свету. Ждите в мае, обязательно, не забудьте. Вот, ну саунд в принципе очень неплохой, хороший. Единственное, что
такой, сам артист немного как-то не харизматичен. Он, не знаю, вот единственное, что в песне, конечно, он готов к победе, он говорит о том, что мы пойдем к победе, будем покорять весь мир вместе. Единственное, что вот как бы меня вот беспокоит, это вот как будет все это лайв, потому что он какой-то вот немножко, как бы сказала моя бабушка, безжизненный, то есть там отсутствует какая-то харизма, огонек. Что вы думаете? Какое ваше первое впечатление об этом исполнителе? Согласны ли вы со мной, что все вроде-то как бы неплохо, но, в общем-то, что-то не хватает, как мне кажется. В любом случае, Рафал очень позитивный. Ну вот, наверное, все. Позитивный Рафал. Если он сделает классный перформанс лайв на конкурсе, будет все круто. Если это будет так же, как в клипе, немножко вяло и не энергетически, не знаю, спасет ли, попадет ли он в финал. Мне интересно ваше мнение, потому что, надеюсь, кто-нибудь смотрит с Польши. Как вы оцениваете выступление вашего артиста? Потому что для меня, как я говорил, очень важно, когда артист обладает харизмой, когда из него прет энергия здесь. Бывают артисты, из которых энергия не прет, то есть обратно, от них не прет, но ты от них кайфуешь. Здесь как-то вроде так как-то вот прошло и прошло, и песня хорошая, и артист неплохой, и поет неплохо, а вот не цепануло. Прости, Рафал, ты крутой, удачи тебе. Угу. А я тем временем оглянусь вокруг. Я родом из Украины, уже побывал в Польше, у соседей сейчас. Куда? Ну, вы уже все прочитали. В Молдову. Итак, очень скоро мы услышим песню, которую в этом году на Евровидении представит Молдова. Мадонна уже представляла Евровидение. Мадонна представляла себя на Евровидении. Вернее, она представляла себя физически на Евровидении своей песни в 1900... что-то со мной... В 2019 году со мной реально что-то не то. Мадонна, Молдова. Хотя было бы забавно, если бы Мадонна представляла Молдову в этом году. Я очень люблю Мадонну. Я бы с удовольствием еще раз ее увидел. Так, да, может быть, вы тоже так думаете? Мадонна, Молдова. Так, все, поехали. Молдова принимала участие в конкурсе Евровидения. Я сказал Мадонна или Молдова? Молдова. 16 раз. Дебютировала в 2005 году. Лучшим результатом Молдовы за все участие стало третье место в 2017 году. Ой, я думаю, это все Мадонна виновата в моих вот этих вот... Мадонна, Молдова. Так, ладно, поехали. Я все жду, давайте напишем Мадонне, пускай она примет. Ну, в этом году, в общем, не Мадонна будет, а будет Наталья Гордиенко. Вот, она победила отборочный тур в прошлом году. Соответственно, автоматически она представляет Евровидение 2021 в этом году. Наталья довольно известна в Молдове. Она заслуженная артистка Молдовы. Мне вот эти звания всегда странные. Вот интересно, Мадонна заслуженная артистка Америки. Ну, звучит забавно как-то, да? Или Мадонна, народная артистка. Мадонна, примадонна Америки. Забавно. Ладно, шутки в сторону. Наталья действительно очень давно на сцене. Она принимала участие в очень многих конкурсах. Бывала и в Европе, и в наших конкурсах, там «Славянский базар» в Беларуси. В 2006 году она уже принимала участие на Евровидении, правда, в дуэте. Но тогда не было большого успеха. И также интересным фактом является, что уже второй год Наталью продюсирует на Евровидении Филипп Киркоров. Также ближайший сосед из Болгарии. В прошлом году Наталья представляла песню, я помню эту песню, потому что какой-то был резонанс в прессе, prison, то есть тюрьма по-русски. Ну, это была какая-то такая претензионная песня с каким-то таким вот тяжелым посылом, был такой прям, что-то прям тяжелое было, я помню.
А вот в этом году, я так понимаю, что для Натальи устроили такой полный апгрейд. Она представляет песню Sugar. Насколько вот я прочитал в пресс-релизе, что прям что-то грандиозное будет, какой-то прям полный апгрейд из нее, прям из эстрадной певицы сделали такую какую-то прям поп-диву. Мне прям очень интересно, давайте посмотрим, что получилось. Итак, с выражением, главное сказать Мадонна. Наталья Гордиенко. Sugar. Молдова. Смотрим на ребрендинг. Окей. Oh. I can't explain it, but there's something going on. A crazy energy inside of me. First just a tingle, then it turned into a bird like. Окей. А что с платьем? Простите, но у нее как будто бы получается в этом платье. Это выглядит как будто. Это выглядит как будто бы это одеяло, и при этом у нее как будто бы, простите, две груди. Окей, здравствуйте, Лобода, здравствуйте, Маруф, здравствуйте. Ребят, ну это уже, по-моему, прошлый век, вот эти все штуки, аж наушник. Почему мед на лбу? Но он тут... Тогда ляп, мед на лоб. Ну это платье, ну как это может быть 4 груди у девушки красивой? Окей. Танцуй, пока, танцуй. Это было интересно и неожиданно, потому что все как-то так. Окей. Ну что, на самом-то деле ребрендинг как бы не знаю, насколько он удался, потому что не знаю, мне не совсем платье, еще скажу потом об этом, дайте мне, потому что не может быть у женщины 4 груди. Потом вот эти, это тоже как бы немножко уже не устарело, не знаю, мне кажется, не то. Вот момент с вот этим, это было хорошо. Вот это вот нужно закрепить и прям в лайв куда-нибудь вставить что-нибудь. Конечно, не оторвать челюсть у парня, а что-нибудь интересное придумать. Ну и парня можно туда, на сцену. Он симпатичный, в принципе. Ну, не знаю, ребята. Вот смотришь, все должно быть круто. Но почему-то не круто. Я не знаю. Давайте с самой песни. Насколько я знаю, одним из авторов является Филипп. Это не первая песня, которую он написал, и у него есть хорошие песни. Сказать, что песня плохая, я не могу. Но вот решение аранжировки меня прям просто вот выбесило, как вы поняли. Это как будто были 3-4-5 назад. Отголоски там есть и Лободы, и Маруф. Я не знаю, если вы русскую эстраду смотрите, знаете, что это такое. Вот обидно, хотя песня-то неплохая на самом деле. И такой абсолютный формат для Евровидения песня. Вот это вот какая-то такая аранжировка, которая там где-то. Мне кажется, образы в клипе какие-то они неудобные для Натальи. Вот я не знаю, возможно, мое это субъективное какое-то мнение, что ей некомфортно. Вот мне кажется, что она вообще не понимает, что она вот в этом клипе делает. Ей сказали вот так вот, она и делает вот так. Она прям думает над каждым движением, и вот прям видно так. Похож на Наталью? Ну, как, не знаю. Услышьте меня. А мы потихонечку
двигаемся в Швейцарию. Швейцария принимала участие в конкурсе Евровидения почти каждый год с момента его первого рождения. Ну, рождение бывает единственным, с момента его рождения, в 1956 году. И очень интересный факт, что в том же году на первом конкурсе Евровидения Швейцария одержала победу. Nous avons grandi. L'amour nous a blessés, le temps nous a guéris. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres vues, laissez-moi vivre. La plus belle aventure, le plus beau voyage, qui mène un jour sur des soleils, sur des planètes. Ну что, не ожидали увидеть Селин Дион в 1988 году? Она принесла победу именно Швейцарии. Мне очень необычно видеть Селин Дион там, потому что она канадка. Да, от Швейцарии. Круто. Я вот, в принципе, тоже, наверное, скоро буду канадец. Может быть, от Швейцарии поучаствовать в Евровидении 2020 там какое-то. Что думаете? Давайте перейдем к участнику, который представит Швейцарию на конкурсе Евровидения 2021 в этом году. Это Джон Тирс. Швейцарский исполнитель, у него есть косоварские, албанские корни. Ему 22 года. И начиная с самых-самых юных лет он участвовал во всевозможных конкурсах талантов. К 2018 году Джон выпустил свой первый сингл. И этот сингл был высоко в чартах Швейцарии. Очень интересно, потому что букмекеры очень высоко оценивают шансы Швейцарии в этом году на победу. Поэтому вдвойне интереснее посмотреть, что же нам там приготовила Швейцария. Итак, Eurovision 2021, Switzerland. Как называется песня, забыл. Eurovision 2021, Switzerland, John Steers, Tout l'Univers. Как-то так. Смазал. Читайте в титрах. Опять французский, опять меня всего растрогало прям. У меня опять мурахи. Видно, нет? Очень красивый голос. Так он. О, хорошо, красиво. Опять слезы. Ребята, что вы делаете со мной? Очень красивый припев. Очень красиво. Очень интересная гармония, нестандартная. Сейчас припев. Меня уже мурашки начинают. У меня волосы поднимаются снова. My gosh, really? Смотрите, у меня
Это волшебно просто. Ты, наверное, себя, наверное, да? То есть сам себя спас? Что вы со мной делаете, а? Вторая песня на французском, и просто это бомба какая-то нереальная. Я не знаю, что вы со мной делаете, потому что это так круто. Это вторая песня, которая меня прям вывернула наизнанку. Я не знал, что... Ну, я понимал, что я могу слушать музыку людей, которые пережили что-то и прочувствовали и так поют. Но я не знаю, что этот парень пережил в своей жизни, какие чувства, что его било, ломало, но это так по-настоящему. Моих две песни фаворита именно по мурахам. Мурашные фавориты — это Франция и Швейцария. Я даже не знаю теперь, кто лучше, Франция или Швейцария. Вот вы напишите, что вы думаете, Франция или Швейцария? Что для вас более ближе, что вас более трогает? Я сейчас в замешательстве, потому что это очень красиво. Голо, припев, это разрыв. Что вот это, я не знаю, может так французский язык на меня действует в конце концов, я не знаю. Я не знаю, реально, я не знаю. Нужно прям выдохнуть, нужно эти эмоции как-то собрать. Но это круто, это реально круто. Мне очень важно и интересно ваше мнение. Что вы думаете по этому поводу? Составляйте свой топ, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, и вы первыми узнаете, когда выйдет мое новое видео. А пока буду прощаться с вами. На сегодня это все. Пока.